Чанко, привет. Приветствую. Ты дрался на контендере в конце прошлого года, осенью. В UFC ты дебютируешь только сейчас, спустя сколько? 8-9 месяцев. Очень большой простой был у меня. Да. Очень сильно хотел драться. Вот я здесь вновь, Абу-Даби. Почему так долго? Даже не могу на это ответить. Вроде так хорошо подрался, зрелищно. И не знаю, может так было предписано. Не Ну, могу сказать. то есть тебе до Абу-Даби не предлагали ничего, да? Они мне говорили в Баку. Я должен был подраться в Баку, но они мне почему-то не нашли соперника и закинули на Абу-Даби. Вот я слышал, что они сначала в Баку тебе не могли найти соперника, при том, что вроде как было решено, что ты на одном из этих двух турниров подерешься, или в Баку, Да. или в Абу-Даби. То есть это уже как бы 100% было. Но вот соперника сначала там искали, очень долго не нашли. Потом, насколько я знаю, у тебя здесь тоже там чуть ли не в последний момент нашли соперника. Ну да, там за месяц, наверное, грубо говоря, вот примерно нашли бойца. Вот. Напрягало это, что никто не М, хочет с тобой драться? м, Ну, конечно, напрягало, потому что я уже хотел подраться и показать себя, так как время тоже идет. И вроде очень много бойцов в моем дивизионе, я не знаю, почему не могли найти соперника. Смотри, ты не провел ни одного боя в UFC, но здесь, в Америке, по крайней мере, ты звезда. То есть у меня всегда коллеги про тебя спрашивают, болельщики тебя обожают. Ты на пресс-конференции Ислама, собственно, все внимание перетянул на себя. А, Понятно, что ты сам этот мем не любишь, но именно внимание от болельщиков и то, что они тебя уже признали, что они приняли тебя, тебе это приятно или хотелось бы все-таки этого избежать? Конечно, приятно, люди к этому очень долго идут, стремятся, и у некоторых не получается, а у меня так это быстро получилось из-за моего боя, наверное, и за то, что такой, да, я есть, не знаю даже. А, Очень приятно было мне это, вот я когда вот зашел на арену, ты видел сам, что за вокруг меня это столько всего было, внимания, первое время чуть так непривычно было к такому, как говорится, вниманию. Ну, потом уже потихоньку привыкаешь, и уже даже, даже у себя там на родине узнаю, там уже более как-то, уже ты не можешь как-то там сесть, посидеть, там постоянно узнают, подходят. где ты популярнее, как ты думаешь, в Америке или в Дагестане? Я думаю, знаешь как, и в Дагестане меня, можно сказать, ну, почти все знают. И в Америке, я же говорю, ну, в Америке больше, я думаю, потому что в Америке они, ну, знаешь, как, у нас в Дагестане много же бойцов, и как-то уже они, как, наверное, уже им уже это как-то приелось. А в Америке вот больше всего, больше внимания, вот больше люди подходят. Магомед, ты же понимаешь, что твое прозвище, оно от тебя уже не отстанет, как минимум здесь, в Америке. Ты смирился с этим или как ты принял это? Я, знаешь, как я не смирился с этим, ну, а то, что они говорят, я уже как-то, уже просто во внимание не буду брать, и все. И все вот. Я там просто вижу, да, какую бы я фотку, публикацию не добавил в Инстаграме, у меня вот этот мим постоянно. Я вот так оставил, да, что будет, то будет. Ну, просто во внимание не беру это просто. Я думаю, может, это, они перестанут это говорить и уже поймут, что это. Ты, было с тобой видео, выкладывал Магди, снимал Ага. какой-то блогер, и Магди тебя учил английскому. Ты говорил My English Геримера. Как твой English сейчас? Геримера? Или учишь? Little bit. Little bit. Но сможешь уже, когда в Штаты приедешь, поговорить с журналистами на их языке? Я думаю, к этому времени я хотя бы чуть-чуть пару слов надо научиться. Смотри, по поводу того, что ты очень долго ждал боя. Я слышал такую историю, не знаю, правда это или неправда, что Дилан Деннис написал на вас заявление в полицию. И что вроде как в моей голове сложилось, что тебе бой не дают в Америке, а ждали именно Баку или Абу-Даби, вот именно по этой причине. Слышал ли что ты что-то такое, есть ли вообще в этом правда?
Честно, я об этом даже не слышал как-то. И то, что он говорит, ну, я вообще не интересуюсь этим. Просто мне сказали, что я буду драться в Абу-Даби. Мне разницы не было в Америке, в Абу-Даби. В принципе, я сказал, я готов на любом турнире подраться. Я хочу уже драться, сказал, и все. Ну, то есть в Америку приехать сейчас для тебя не проблема. У тебя все Конечно, отлично. не проблема. Вообще проблем нету для меня, чтобы я приехал в Америку. У меня То есть, нормально все в Штатах. сразу после боя ты вылетаешь в Джерси, в Кэмп Ислама или нет? Да, я думаю, да. В планах есть. Они уже здесь, то есть, получается, заключительный этап подготовки у тебя прошел без Хабиба, без Ислама. Насколько это сложнее или наоборот М, проще? Не скажу, что, знаешь как, получается, весь кемп провели вместе, получается, так как Ислам улетел за 2 недели, наверное, примерно. Я, наверное, 2 недели максимум сам отдельно тренировался, ну, имеется в виду, там, спарринги делал, спарринг-партнеры были. У нас очень много спарринг-партнеров в зале. Они уехали, у нас очень много людей в зале, имеется в виду, начиная с 57, там, по 5 по 6 человек у нас, если очень, которые могут создать конкуренцию. В Но плане этого проблем не было. не легче в том плане, что над душой эти ребята не стоят, можно схалтурить где-то не А, докрутить чего-то, или не Знаешь, позволяет тебе как этого. халтурить, если я в зале буду халтурить, а потом в бою же как? Нет, конечно. Ну, конечно, когда Хабиб, Ислам, они все равно ты вообще, так имеется в виду, вообще сильно работаешь там. А так халтурить времени не было. Я сам понимаю, что мне надо драться, и оппонент тоже неплохой. К слову про оппонента, что о нем скажешь хорошего, если есть? Что сказать, ну, соперник, как и я, так же, как и все, с кем придется, ну, с кем я дрался, так же и с ним. Хороший оппонент, наверное, ну, я даже не смотрел за ним, не наблюдал. Сегодня мы как-то там столкнулись внизу фойе. Он подошел, дали руку, ну, руку пожали, и все. Так, нету такого, чтобы... Все соперники хорошие были. Я не дрался с слабыми соперниками, никогда не выбирался соперников. Кого дают, со всеми дерусь. Через несколько недель будет два больших боя в вашей команде. Сначала Усман будет драться в ПФЛ за пояс на следующей неделе. После этого через неделю будет биться Ислам с Яном Гэри. Какие прогнозы? Должны забирать? У нас вот этот месяц, получается, подряд почти 3-4 недели у нас. А там и Умар э, потом еще дерется. Потом Умар дерется, Да. потом нет, дерется Амру, дерется Хатаб, дерется там Мухаммад Тигр, потом Шара, мой брат. Очень много бойцов из нашего зала дерутся. Э, Такой, честно говоря, у нас этот период сейчас все наши бойцы будут драться. По поводу Усмана ходят слухи, что это его последний бой в PFL. После Да. этого он идет в UFC. Я не знаю. Ну, ты наверняка знаешь, правда это или нет. Но если это правда, и если он переходит в UFC, как вы будете делить дивизион? Потому что цели Не у вас знаю. одинаковые. Ну, это уже будут решать старшие, как мы будем делить это все. Как Но старший скажет, так и мы сделаем. Но ты допускаешь мысль, что в один день, например, там, в битве за пояс, тебе придется выйти в клетку против Усмана? Или это исключено? Не, это исключено. Максимум, что мы можем в клетку зайти, это во время спарринга, а больше никак. Каким вообще ты видишь свой путь к титульнику? Потому что сразу после контендера ты сказал, что новый лев в джунглях. То есть конечная твоя цель понятна, но при удачном раскладе, если ты будешь оставаться активным, как долго ты будешь идти, как ты думаешь? На это не могу я ответить, так как это уже руководство, наверное, будет решать, как они мне дадут быстро за пояс подраться и подняться в рейтинге. Так, я понимаю, что так легко я не смогу добраться до пояса, но с каждым боем, я думаю, буду ближе и ближе к этому. Если говорить про топов дивизиона, наверняка ты смотришь турниры, особенно в легком весе. Есть кто-то, ну, например, там в топ-5, в топ-6,
Бои которого ты смотришь и думаешь, я хочу против него выскочить. Вот мне было бы интересно с ним подраться. Сейчас он будет драться с этим. Я за ним так, я все бои почти посмотрел, мне очень так нравится. Этот, сейчас этим, последний бой Дарюша выиграл, как его звали? Салкилд, австралиец. Да, Да, Кучерявый, да. да-да-да. Вот он очень интересный такой. Слушай, ну он жесткий тоже ударник. Мне кажется, это вы Да, зарубитесь прям насмерть. ну да, я же говорю, такой интересный. И вот с такими интересно будет драться. И, Чанко, последнее, чтобы не задерживать тебя, давай расскажем нашим зрителям, нашим болельщикам, зачем нужно посмотреть твой бой, потому что в UFC все-таки ты человек новый. Почему нельзя пропустить дебют Чанко в UFC? Потому что много кто ждал, наверное, моего дебюта. И будет очень много зрелищных моментов. Может быть, борьба в этом бою. Но больше будем стараться, конечно, драться в стойке, чтобы люди, которые пришли посмотреть бои, чтобы не пожалели. Спасибо большое за время, удачи в Вам субботу, спасибо. удачного дебюта, ждем победу. Спасибо Пока. большое.